Так-то в журнале боевых действий командования вермахта говорило, что на 28 января, то есть первые дни штурма, они были тяжелыми, конечно, обошлись так, потери были чувствительны, тем не менее, радиограмма, которую слал гарнизон, говорила о том, что вышло из строя 40% противотанковых средств, боеспособность гарнизона очень низка, так что, по-видимому, сопротивление продлится до сегодняшнего дня. Но, тем не менее, оно продлилось уже дольше. Но при этом надо сказать, что вот этот первый штурм, он еще проходил без штурмовой инженерно-саперной бригады. Она приехала позже. И вот это вот взятие форта голыми руками, за это как бы, ну, что называется, респект и уважуха тем бойцам 27-й гвардейской стрелковой дивизии, которые, в общем-то, прошу прощения, нет, это был 236-й гвардейский стрелковый полк 74-й гвардейской стрелковой дивизии. То есть они вот залили вентиляционные шахты, найденное горючее, залили в итоге 150 килограмм жидкого топлива, то есть, скорее всего, там, бочками. После этого в вентиляцию кинули бутылки КС, и внутри был, без привлечения, крематорий, оттуда там извлекли 100 обугленных трупов. То есть, в общем, взятие форта, оно прошло так, я бы сказал, очень профессионально. Я бы сказал, даже брутально. Да, оно прошло... Это был, как бы, вот я бы сказал, это было не самое дерзкое взятие. То есть, если брать так по ранжиру, были там более дерзкие взятия. Но, тем не менее, 74-я СД, она на самом деле несла потери. То есть, у них там, например, 26 января 64 человека убитыми, 303 раненых, 29 января 100 человек убитыми, 820 ранеными. То есть, это реально много. При этом она вот с 25 до 28 января потеряла, то есть, как раз в том числе взятие форта. Форт прошел хорошо. Хуже пошла как борьба уже со сам город с бетонными зданиями. 253 человека убитыми, 1321 ранеными. Было потеряно 16 45-ок, 5,76 полковушек, аж 14 дивизионок. То есть, они, в общем, штурмовые группы сформировали, но когда в эти штурмовые группы летели фуз-патроны, было, в общем, конечно, неприятно. Дальше там действовали вот эти огнеметные 34-ки. И такой вот был эпизод занимательный, когда решили ночью 3 огнеметными танками устроить атаку валов. То есть, там были внутри города еще старинные валы. Там еще средневековые. В них, естественно, были проходы через улицу. Но в целом это как бы есть, идет улица валов. И там она перегорожена там здоровыми валами, которые с трудом преодолеть. Даже, так сказать, имея какие-то инженерные средства, а через танк через них просто не переедет. Ну и есть улица. Решили их взять, значит, броском. 3 огнеметных танка ночью со штурмовой группой несутся на полной скорости, стреляют штурмовая группа из автоматов, танки из огнеметов. То есть, ночью это, я думаю, было феерическое зрелище. Несутся там танки во все стороны, значит, огнесмесь, но оно не сработало. То есть, там из 3 машин 2 подбили, причем одну противотанковой пушкой, другую подбил, как написали, «Тигр». При этом, в принципе, убитый «Тигр» в Познаний был. Но, скорее всего, это было все штурмовое орудие. А доехавший до цели костел, то есть, они должны были доехать до костела, который контролировались улицы, высадить там десант и, соответственно, занять кусок города. Ну, танк точно так же на высокой скорости вернулся. То есть, фуз-патронами было стрелять бесполезно, потому что неслись на огромной скорости, да еще полили из огнемета. Понятное дело, что фуз-патронщики, они там шарахались во все стороны. ИСы тоже применялись довольно толково. Там наталкиваются, значит, сидят в засаде штурмовые орудия. Скорее всего, понятно, что их там обозвали там «Тигры», танки, но это несущественно. На улице Познани была «Пантера». То есть, соответственно, неизвестно, когда он там был убит. Известно только, что он стоит на улице, уже, так сказать, в небоеспособном состоянии. Ну, вот наталкиваются на штурмовые орудия, обходят их и расстреливают с тыла. То есть, вполне там грамотно, хорошо. Самоходки Су-152 вполне нормально работали. Причем рефренового донесения было. Потерь отчасти нет. То есть, действовали аккуратно, набивали по 20 выстрелов штатно, набивали 25-30 снарядов 152, ну и аккуратненько там по улицам двигались и расстреливали вот эти вот попадающиеся, опять, в основном это промышленные объекты. И в итоге вот это движение, то есть, как город Познань, у него вокруг эта цепочка фортов, на севере Венеры, еще аэродром, на который немцы к тому моменту летали. И вот по городу аккуратненько двигаясь, оттесняют противника. И в итоге отсекают уже форты в западной части города. Там камикадзе не было, они попытались прорваться. Естественно, их уже приняли, потому что к этому были готовы. И в итоге наступает момент, когда нужно штурмовать
северную часть города. То есть для того, чтобы отобрать у противника аэродром, потому что шло снабжение. Возили, скорее всего, конечно, в основном такие вещи, там, типа медикаменты наиболее срочные, нужны там какие-то, может, боеприпасы, каким-то там штурмовым орудием. Реально боеприпасов было в городе завались. Ну, и возили раненых, что был такой моральный фактор. И вот этот аэродром стали громить. На всякий случай, чтобы привязка по времени, вот этот рейд огнеметных танков, это 30 января. А начало февраля, значит, пошли уже штурмовые группы. И затем выход к северной части Познани с целью разгромить аэродром. И одновременно в город Познань приезжают тяжелые пушки. То есть, вот этот вот рубеж, на самом деле, в штурме города, это где-то вот 6-9 февраля, когда приехали тяжелые орудия. До этого в основном действовали там максимум Л-20, плюс самоходки, ИСы. А тут приехали уже орудия 203 мм и 280 мм БР-5. Причем есть мемуары, по-моему, Антипенко, который рассказывает, с какими, так сказать, напрягами доставалась эта тяжелая артиллерия. Потому что так-то сельскохозяйственные тракторы, и чтобы их пригнать в Познань, находили какой-то подвижной состав и привезли их все же по железной дороге достаточно быстро. То есть, на самом деле, первые орудия тяжелые, они попали даже числа 2 февраля в город, и с его помощью штурмовали крепостные сооружения начала 19 столетия, которые были, конечно, послабее, с ними было справляться легче. И вот, например, там был такой бастион внутренний, там Грольман. То есть, его штурмовали нормально, просто расстреливали тяжелой артиллерией, затем по мере, так сказать, расстрела пододвигались и уже врывались вовнутрь. То есть, там делались просто проломы в стене, и через эти проломы врывались, там уже от попаданий начинало гореть все внутри. Понятно, что гарнизон уже либо сдавался, либо банально погибал. Но, тем не менее, штурм города, конечно, был неприятен в том плане, что с ближних дистанций били фауст. То есть, это была полная репетиция штурма Берлина. Ну, и потери такие приличные. Вот вы говорили, потери одной дивизии. Там... Да, в сумме, я вам, как говорится, чуть-чуть, что называется, спойлер, потеряно было безвозвратно примерно 4000 человек за штурм Познани целиком. То есть, это, опять же, заставляет выделить из всех, так сказать, эпизодов штурма городов, в том числе вот берлинское направление. И эти 4000, они подтверждаются в том числе по статистике захоронений в районе Познани. Естественно, широко применялись фоги, фугасные огнеметы. При этом выяснилась их особенность, что если ставить в доме, дома старые, перекрытия деревянные. Если поставить в ряд там несколько штук фогов и всех одновременно подорвать, то просто проваливается пол. Их стали прикручивать к стенам. И после этого, как говорится, фантазия так продвинулась дальше. А зачем нам подрывать все одновременно? Давайте мы их по очереди будем стрелять, обливать. То есть, обливали, так сказать, противоположный дом сначала без поджига, то есть, просто, так сказать, с разомкнутой цепью. То есть, в немцев сначала летит вот эта вот огнесмесь, так пшик, обливает, раз обливает, облили. А после этого, так сказать, Илья Муромец, обсыпав мелом, начинал бить палицей. То есть, следующий уже с поджигом. Соответственно, огнесмесь успевала там пропитаться, залезть во всякие, так сказать, коридоры и помещения, и дом уже горел весело, хорошо, и гарнизон из него либо бежал, либо сдавался. То есть, в общем, штурмовали один квартал за другим, вполне так медленно, но верно. Собственно, последним вот этим вот ударом, который потребовался именно для того, чтобы окончательно ужать гарнизон до района, собственно, вот этого центрального форта, это как раз вот удар с севера. И вот там уже пошли разные фантазии с штурмами фортов. Там дома были уже 1-2 этажа, достаточно редкая застройка, то есть, их в основном там расстреливали, поджигали. Там небольшая проблема дома на севере, но там были еще ряд фортов. Причем там воевала 82-я гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал такой генерал Хитагуров. Его, на самом деле, по итогам весны 1944 года сняли с начальника штаба 1-й гвардейской армии. То есть, Гречка наказывать не стали. Гречка в итоге вырос до министра обороны. А вот Хитагурова, его с начальника штаба сняли.
и поставили на стрелковую дивизию. Потом он, на самом деле, поднялся до корпуса. Но вот конкретно в Познани он командовал 82-й гвардейской стрелковой дивизией, которая штурмовала северную часть Познани и форты. Очередной форт номер 6, то есть там как нумерация шла. Нумерация, она шла, на самом деле, снизу против часовой стрелки. Соответственно, форт 6 – это на севере. Ну, там захватывают пленных, там прощупывают гарнизон на 180 человек. И, значит, 6 февраля командир разведвзвода, младший лейтенант Андреев, решает провести попытку пока штурма форта. Они подкрадываются к воротам, именно подкрадываются, затем 10 противотанковыми гранатами подрывают бронированную дверь и врываются вовнутрь. Соответственно, 10 человек стреляют на месте, остальные сдаются. То есть он был достаточно еще богатый в плане трофеев. То есть там был целый склад боеприпасов. А это был не единственный форт. То есть если мы посмотрим там, как говорится, градацию, то это был даже не самый дерзко взятый форт. И вот в этот момент на самом деле как немцы предприняли неожиданную контратаку. То есть они контратакуют со штурмовыми орудиями. В ходе боя 246-й гвардейский стрелковый полк оказывается выбит с только что занятых позиций, теряет 7 убитых, 54 раненых и 103 пропавших без вести. В том числе гибнет командир полка, сгоревший в самоходке, скорее всего, кстати, Су-76, командир полка полковник Клепиков. То есть гарнизон был на самом деле еще и достаточно таким агрессивным. Момент такой прекращения действий воздушного моста – это 5 февраля. То есть 5 февраля дивизия Хитогорова берет аэродром, и после этого воздушный мост перестает существовать. Дальше занимается следующим фортом, то есть там начинают так двигаться, крушить форты один за одним, потому что самое главное было, понятно, люди могли прорваться вперед, но чтобы нормально снабжать тех, кто штурмует город, нужно было форты ликвидировать. Форт Бонин. Я про него как раз регулярно рассказывал. И его штурмовали в несколько приемов. Самый удачный был 3-й штурм. То есть, на самом деле, начали 11-го. Уже были орудия 203. Но и когда ставили напрямую наводку, чтобы стрелять по форту сзади, его обошли, но его нужно было ликвидировать. Стреляют, а в ответ летят фугс-патроны. Поэтому стрельба, вот такая прямая наводка, она была не очень удачная. Потом попытались закидать дымовыми минами, сходу не взлетело. 3-й штурм 14 февраля, то есть вот на день Святого Валентина, как говорится, вот обычно у нас так постят танк Валентайн, но вот можно постить фоточкой форта Бонин. Значит, штурмовали его, причем это стало типовым приемом. Форт, у него ров, и в углах рва находятся такие кофры, так называемые. Кофр – это буквально ящик. На самом деле это как такой дот, если, что называется, переводить на более привычные и понятные сооружения. В нем амбразуры, которые простреливают весь ров. Кидают с вала бочку 200 литров, набитую взрывчаткой, гремит взрыв. Те, кто внутри кофра, либо погибают, либо оказываются оглушенными. Пользуясь, пока они приходят в себя, спускаются в ров и залезают на, собственно, основную часть форта. И дальше начинают заливать вентиляцию. Горючее. После этого проявили фантазию, уже не бутылку КС кидали, выстрелили с фугс-патрона. Тоже сработало, сразу все загорелось. И, нанотехнологии практически. Да, практически нанотехнологии. Сдались 70 человек. Но при этом, если посмотреть по расходу, то есть я читал еще отчет артиллеристов, они настреляли по Бонину еще 151 203 мм снаряд. И на самом деле эффект от этой стрельбы был то, что зачистили все, что сверху. То есть все окопы сверху форта зачистили. Значит, следующий форт 5, причем форт, вот если Бонин был Цвишенверк, то есть промежуточное сооружение, то форт 5 был нормальным пятиугольным фортом, разведротом 82-й, группа сапер и разведрота 82-й гвардейской стрелковой дивизии. В ночь на 15 февраля, уже на следующий день после, так сказать, Святого Валентина, они прорываются на крышу форта прям сразу, то есть они зашли с козырей, то есть сразу прорвались, пользуясь моментом внезапности, залили вентиляционные
трубы огнесмесь подожгли. Гарнизон начал выскакивать из форта, его начали отстреливать, соответственно, и фуст-патронами, гранатами. Он долго горел, взрывались боеприпасы. Остальные форты, кстати, на это смотрели, понимали, что надо бы сдаваться. Ну, в общем, да. То, что следующий форт, то есть был еще форт 4, выделили штурмовую группу численностью 22 человека. Ну, естественно, это действие поддерживались там артиллерией, там и остальной полк, но, тем не менее, непосредственно на форт шли всего 22 человека. Причем она начала действовать еще в полночь 14 февраля. И она, значит, 22 человека подходят прямо к центральному входу, уничтожают 2 пулеметных гнезда, расстреливают пушку 75 мм, перебили часовых, и в 2:30 врывается в форт. И начинаются, как у нас в «Звездных войнах», агрессивные переговоры, так сказать, по-джедайски, сдача гарнизона. После переговоров парламентеров в 7:30 15 февраля, то есть, на самом деле, переговоры шли довольно долго, но форт капитулировал. В плен сдалось 550 человек, плюс еще там было 280 раненых. То есть, 22 человека поговорили, 550 выходят, плюс там, раненых, понятно, уже выгружали отдельно. Следующий форт 4А, Цвейшенверк. Это можно было сказать, как в фильме говорила мама: учи языки. Да, учи языки, да. То есть, тут нет. Следующий форт, который смотрел в бинокль, значит, на происходящее у соседа. По-моему, «Одиночное плавание», да, было в фильме? Да, учи языки, значит, форт блокирован. Пленных отправляют, значит, со свежими впечатлениями в форт в качестве парламентеров. Комендант форта в чине капитана принял предложение генерал-майора Хитогорова, и форт капитулировал. Опять сдалось 500 человек, в том числе 23 офицеров. Однако на этом история не заканчивается форта. Там остался один отморозок. Там в отчете прямо написано: оставшийся в форту эсэсовец поджег склад с боеприпасами, произошел сильный взрыв и пожар в форту. Скорее всего, это как бы вышедшие 550 сказали: там у нас остался эсэсовец, он, так сказать, вам сейчас устроит фейерверк. Ну, и, видимо, люди расположились с трофеями, наблюдая, значит, за фейерверком, потому что реально потери дивизии, всей дивизии, реально форт штурмовал один полк, составляли 11 человек убитых, 26 раненых. Так что вот этот фейерверк люди просто, наверное, набрав, так сказать, еды, смотрели, как, немецкого, значит, взлетает. Да, набрали. На попкорна, боюсь, наверное, там не было, потому что Германия, конечно, переживала тяжелые экономические условия, но я думаю, что называется какой-нибудь эрзац кофе, они могли пить и наблюдать, значит, за подрывом, потому что реально там взрывалось много, то есть очень сильно. Его везде этот взрыв упоминают. Ну, значит, северная группировка ликвидируется, подразделения 82-й гвардейской стрелковой дивизии там прочесывали форты, отлавливали отдельных одиночек. Значит, что они набрали? Трофеи: 500 пулеметов, включая отдельно были подсчитаны 500, но реально было взято 1000 пулеметов, из них 500 европейских производителей, из них 200 станковых «Максимов» и 300 ДП, наверное, набранных в 1941 году. 5000 винтовок, но это все в окрестностях. Они собрали 2132 грузовых и 994 легковых автомашин, 41 бронетранспортер, 25 бронемашин. То есть, реально они там набрали трофеев, мягко говоря, ого-го, стрелковки. Значит, какой был результат? Значит, вот это 29-й стрелковый корпус, который штурмовал поздно, с 24 января по 16 февраля, то есть, такой, можно сказать, уже близко к финалу, было потеряно 1574 человека убитые, 7000 ранеными, 137 пропавшим без вести. Это как раз вот эта контратака. Но реально сам пострадавший с общими потерями в 3800 человек была все же 74-я СД, которая штурмовала центр Познани, несмотря на ее успехи там, со взятием сходу форта имени Люфтваффе, но, тем не менее, потери, конечно, не сказать, что маленькие, но и не сказать, что прям ужас-ужас. То есть, если бы это убрали, что называется, в реалиях, там, не знаю, какой-нибудь советско-финской войны с тем уровнем подготовки, то потери были бы, я думаю, не преувеличу, если скажу, что, может быть, раз в 3-4 раза больше, а то и на порядок. Дальше остается старая часть города, которую просто без особых фантазий расстреливали тяжелыми орудиями. Поскольку там, например, форт Раух, постройка 1864 года. Его просто с другого берега Варты, поскольку внутри только пулеметчики, выпустили 42-203 снаряда, значительное разрушение, рвутся боеприпасы, форт горит, овладели, не встречая сопротивления. Аналогичный там такой форт с красивым названием Притвец-Гаффон.
Тоже поставили 2 батареи, 80 снарядов, проломы, горит. Аналогично там такой круглый бастион Радзивилл, тоже расстрел. То есть, на самом деле, фортификация до конца 19 столетия постройки, она, конечно, против 203, она совершенно не работала. То есть, бетонобойные снаряды, это все, эти все кирпичные сооружения, которые выглядели там, конечно, круто, но при прямой наводке они все же, конечно, расстреливались. Наступает уже, так сказать, вторая половина февраля, в основном город взят. Вот этот вот 91-й стрелковый корпус как раз штурмовал старую часть города, восточную. За весь февраль, это не только Познань, 2 дивизии корпуса потеряли 3000 человек, включая 871 человек убитыми. То есть, ну, на самом деле, конечно, потери не сказать, чтобы маленькие, но и не катастрофический, все же штурм города с гарнизоном там, я думаю, с учетом всех тех, кто в итоге был вовлечен в бои, все же человек действительно от 15 до 25 тысяч человек. У каждого оружие, там, пулеметы, как говорится, только одна дивизия набрала там 1000 пулеметов. Следующий, так сказать, был номер программы, это стрельба М-31, опять же, это репетиция Берлина. М-31 из рам по фасадам зданий. То есть, ставили в окне, стреляли в здание напротив, фасад обваливался, дом штурмовался. То есть, здоровые реактивные снаряды. Да, именно вот М-31. То есть, выпустили при этом, там, по статистике, там, выпустили 38 снарядов М-31, разрушено 11 каменных зданий, в том числе 3 пятиэтажных. Ну и, естественно, подтянулись штурмовики с огнеметами и просто последовательно поджигали здания. После поджога здания оставляли квартал и начинали частично сдаваться в плен. Самым такой крепким орешком, конечно, все же было вот этот вот форт Виньяры и его центральная, там самая старая часть называлась Керн-Верк, то есть как бы Керн – это ядро. И к 17 февраля почти полностью очистили город, но, опять же, железная дорога пролегает рядом с этим проклятущим фортом Виньяры. Надо его зачищать. И начали, значит, его штурмовать, причем, естественно, его заранее размягчали обстрелом из 280 мм. Немцы считали, и они считали это до недавнего времени, что у русских орудий такого калибра быть не может. У этих лапотников 280 это, что называется, они не осилят. Так сказать, русские заводы такие от систем выпускать не способны, поэтому ходила легенда о том, что по городу Познань стреляла немецкая батарея железнодорожная, захваченная где-то там, что ее развернули и стреляли, значит, трофеями. На самом деле, это были отечественные орудия, сделанные на заводе «Баррикады», БР-5. И они, так сказать, интенсивно обстреливали. То есть, они, на самом деле, с 10 февраля гвоздили по укреплениям крепости, постепенно ее, конечно же, разрушая. Ну, то есть, понятно, что возвышающие части уже были, так сказать, изрядно погрызенными, но, тем не менее, фортификация была серьезная, частично, опять же, врытая в землю, и это мешало. Ну, вот этот вот фанатичный гонил 18 февраля радировал в штаб авиакорпуса, который, собственно, им сбрасывал уже аэродром захвачен, он сбрасывал в парашютных контейнерах. Хотите ли вы нам помочь, или это немецкий способ войны бросать товарищей на произвол судьбы? Почему вы не отвечаете на настоятельные запросы, когда речь идет о жизнях тысяч людей? То есть, это лишнее свидетельство о том, что оставались еще несколько тысяч человек в распоряжении коменданта. То есть, это, в общем, серьезный гарнизон. Его вопля, они были, конечно же, восприняты с пониманием, сбрасывали контейнерами, по ночам летали и сбрасывали боеприпасы, в основном, наверное, к стрелковому оружию, но это частично попадало, естественно, в руки советских войск, потому что попасть в небольшой форт, то есть, он размером, конечно, был даже, примерно как пара кварталов. Другой вопрос, что достаточно серьезно он был укреплен. Причем еще одним препятствием на пути к форту Венеры с юга было кладбище, в котором я про него рассказывал на цифровой истории. Эти все там, склепики, могилки, они, конечно, были такими противотанковыми препятствиями. Там оборонялась так называемая группа Эверта, один из офицеров гарнизона. Ну, традиционно для немцев обозвали группами. И они пережидали, ну, это, опять же, из показаний пленных, они пережидали артобстрелы как раз-таки во всяких этих склепиках. Потому что лучше там посидеть рядом с покойниками в склепиках, чем быть разорванным русским снарядом.
Но вот этот вот обстрел, он имел свой эффект, то есть там пробивали бреши в редуте, то есть редут это там такая ступенчатая конструкция была, взаимно простреливающая рвы. То есть ров фактически делился пополам, и поперек него был такой изгиб рва, и вот вдоль рва стрелял, собственно, редут. 152 обстреливали, сносили все, что было сверху, но, тем не менее, нужно было это все брать штурмом, поскольку железная дорога ждала. Артподготовка просто, конечно, загоняла немцев, но те, кто сидели в казематах, они могли у пулеметов, у амбразур сидеть, и они могли пережидать, что называется, даже не отрываясь от прицела.